Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами снова Николай. И сегодня, вы можете видеть уже по этому выдающемуся здесь листику, да, я буду заниматься пересадкой огромнейшего куста. Сразу вам его покажу, не буду томить. Смотрите, какой куст. Это все один куст, друзья. То есть она сейчас в пакете, она очень залетает. Это сансеверия, я вам сейчас ее покажу уже без пакета. Сансеверия массониана Вейл Фин. Огроменное растение. Досталось оно мне практически даром. Стоил мне этот большущий куст 16 евро. Да, то есть, если вы представляете, сколько обычно у нас стоит один лист, обычно один лист стоит евро 15 у нас, да, на рынке, на садовых центрах такого размера. А тут целый куст, тут 7 листов с точками роста, то есть 1, 2, 3, 4, 5 больших и 2 точки роста еще, то есть 7 листов. Шикарное растение, были у меня мысли его разделить изначально, да, но я все-таки решил оставить его целиком. Я хочу посмотреть, какая корневая, в каком состоянии. Возможно, ее придется немного обработать. Грунт тут уберется легко, потому что видно, что грунт обычный. Но это я вам сейчас уже расскажу в процессе пересадки. Всем, кому интересно, как я буду пересаживать вот эту махину, оставайтесь со мной. Не пропустите. Будет жарко. Так, друзья, вот так выглядит мой Вейл Фин. Без пакетов, без прикрас. Посмотрите, какая роскошь. Идеальный просто куст, нереально огромный. Вы знаете, я просто не устоял, увидев эту роскошь. Ну, тут какие-то есть еще трава-мурава такая, которую мы будем с вами убирать. Но все листья, вот Ноа здесь гуляет тоже, все листья в абсолютно идеальном состоянии. Там Лучия в своей избе лежит. Вся компания со мной, можно приступать. Будут меня, так сказать, сопровождать в моей пересадке. Так, первым делом я буду растение мое вытаскивать из горшка, друзья. Оно посажено очень крепко. Чувствуется, что там есть несколько деток, растущих внутри горшка, поэтому горшок я буду аккуратно разрезать и выламывать его, так сказать. Резать ножом нужно очень аккуратно, потому что мы можем повредить упирающуюся в стенку горшка детку. Да, корневая система не так страшна, конечно, корневая она растет, но если мы порежем детку в процессе вытаскивания растения, это, конечно, будет печально. Поэтому я работаю достаточно аккуратно, постепенно вытаскиваю, выламываю этот пластик. Транспортировочные горшки обычно очень тонкие, да, пластик, поэтому работать вполне комфортно. Хотя сансеверия, вы знаете, весит свои килограммчики. Посмотрите, какая огромная корневая система, просто нереальная. Большую часть грунта я буду убирать сейчас рукой. Грунт отходит достаточно легко, он очень сырой, абсолютно сырой. Вы знаете, такая прям каша, а не грунт. Чего в нем только нет, поэтому буду работать и максимально избавляться от него. Также я займусь промывкой этого грунта, просто снимаю насадку с душа и мощной струей, я неоднократно это показывал, не буду сильно задерживаться в этом моменте, да, промываю вот так корневую систему. Всю эту воду я потом сливаю через унитаз, так сказать, чтобы не забить мою душевую кабину, потому что иначе это будет проблематично. И потом грязь, которая остается на дне моего вот такого бокса, я ее выкидываю уже непосредственно в мусор. Проделал я эту процедуру 3 раза в общей сложности, чтобы промыть всю мою корневую систему. Промываю я максимально тщательно, да, потому что я буду использовать хороший легкий грунт, в котором от сансеверии это будет расти прекрасно. Посмотрите, какая мощная корневая, да, и вот он мой готовый, легкий, очень питательный грунт. Я оставил мое растение в небольшом тазу, положил туда бумажное полотенце, чтобы максимально впиталась лишняя влага. Здесь остались небольшие фрагменты камушков, именно не грунта, а уже, знаете, какие-то такие кусочки вулканической лавы или еще чего-то. Это уже не проблема, если они останутся. Главное, что я промыл грунт. Также я просмотрел все растение на наличие возможных вредителей, паразитов. Растение абсолютно чистое, прекрасное и шикарное. Теперь я буду заниматься пересадкой. Посмотрите, какой у нее огромный детеныш, который как раз таки давил в горшок. Их всего 3 таких детеныша под землей. Это очень прекрасно. Соответственно, не 7 листов у нас, а 10 получается в общей сложности. И сейчас я буду подготавливать мой горшок и буду выбирать размер. Вот есть у меня горшок покрупнее, есть поменьше. Поменьше он прям стал, вы знаете, практически полностью на дно. Поэтому я буду брать горшок покрупнее для этого растения, так как корневая здесь мощнейшая. Растение в хорошем идеальном состоянии, можно так сказать.
Теперь я буду аккуратно выкладывать весь необходимый мне грунт на дно горшка, небольшое количество. Вы знаете, я так начал работать в виде рука-экскаватор, но потом понял, что лучше взять, конечно, небольшой горшок и заполнять постепенно, да, этот горшок. Установив первый слой грунта, так сказать, выложив такую подушку, я буду вставлять мое растение. Я думаю, стало оно оптимально по высоте, то есть есть некоторая зона для роста корневой системы, да, то есть растение будет куда развиваться, ему есть куда развиваться. Грунт, как я уже сказал, очень легкий. В последнее время я делаю сам грунт, не нахожу я марку, которую я раньше покупал для суккулентов. Покупаю стандартный грунт, добавляю вермикулит в него и добавляю достаточно большое количество речного песка. Грунт получается шикарнейший, друзья, вы знаете, очень легкий, очень рассыпчатый. Я прям, знаете, хоть ложкой ешь этот грунт, потому что просто роскошь. Я думаю, этой сансеверии будет в нем очень удобно. Теперь я буду постепенно засыпать ее, выравнивая. То есть, опять-таки, да, в нашем деле, как у ювелиров, спешка не нужна. Нужно постепенно все это делать, выравнивая растения, смотреть корневую систему, постепенно расправляя свежий грунт, чтобы все пустоты заполнялись, да, потому что в этом случае, если мы плохо заполним нашу промытую корневую систему, то после первого же полива растение может накрениться ввиду того, что пустоты начнут заполняться грунтом, да, и растение начнет менять свою форму роста. Поэтому я буду все это делать очень аккуратно, следить за тем, чтобы растение мое стояло ровно и красиво, потому что ошибки в этом случае мы допускать с вами не можем, друзья. Вот так, по небольшим количествам грунта я продолжаю заполнять это растение. Посмотрите, какой шикарный куст. Посмотрите, просто можно любоваться на него вечно. Как я вам говорю, я когда его увидел, первая мысль была это разделить его, да, и может быть как-то там продать, подарить или еще что-то сделать, потому что уходить без этого куста я не хотел за 16 евро, да, за такое мощнейшее растение. Но потом я посмотрел на него и понял, что такая корова нужна самому, что мне, хотя у меня есть Wellfin, 3-листовый уже, да, горшок, тоже достаточно приличное количество, но 7-листовый с 3 еще детками, это, конечно, уже, друзья, так сказать, претензия на что-то роскошное, на какие-то роскошества нереальные, поэтому я его решил оставить себе. В процессе, пока я вам рассказываю историю приобретения Wellfin, я продолжаю заполнять мой горшок, расправляя грунт по краю, смотрю, все ли в порядке. Мне кажется, получается абсолютно совершенно идеально. Смотрите, вот такой у меня готовый результат. Вот так выглядит мое пересаженное растение, мой потрясающе красивый Wellfin. Нереально им доволен. Друзья, посмотрите, какие мощные листовые пластины. Вы видите, молодые листья выходят у каждого из этих новых листов. Мощь, красота во всем. Вот такая вот потрясающая сансеверия попала в мой дом, попала в мою коллекцию. И я ей очень и очень на самом деле рад. Посмотрите, какие симпатичные розетки. Вот там еще есть небольшая розеточка. Да, и под землей еще у меня 3 малыша. То есть в общей сложности их 7-10. И посмотрите, какой красивый рисунок. Вот там малыши мои все находятся. Все, друзья, спасибо всем, кто был со мной. Спасибо за просмотр. Всего вам хорошего, отличной завершения недели, отличных выходных. Пока-пока.